Это работает. Как соблазнить женщину, если она старше тебя? Знакомства с женщинами постарше могут быть увлекательными, но в то же время очень волнительными. Ведь твоя спутница наверняка знает, чего хочет от жизни и от мужчины, который окажется рядом с ней. К тому же ее вряд ли впечатлят те жесты, которые приводят в восторг молодых девушек. Отношения с женщиной намного старше тебя имеют свои особенности, которые нужно знать прежде, чем ты поставишь себе цель соблазнить взрослую женщину. Важно знать, как произвести на нее хорошее впечатление и чего стоит остерегаться, чтобы ее не упустить. И первое, будь уверен в себе. Уверенность – это ключ к успеху в любви, особенно если ты хочешь привлечь женщину, которая тебе нравится, несмотря на ее возраст. Но быть уверенным в себе не так просто. Особенно если ты не имеешь большого опыта в отношениях. Поэтому тебе нужно работать над своими навыками и внешностью. Самое главное – это общаться с женщинами как можно больше. Не бойся идти на свидание, писать в интернете, подходить к незнакомкам. И не забывай флиртовать и делать комплименты. Еще один способ повысить уверенность – это начать тренироваться. Ведь физические упражнения и их результаты повышают самооценку и настроение, что положительно скажется на соблазнении женщины, которая тебе понравилась. А еще важно демонстрировать уверенный язык тела, чтобы подать ей соответствующий сигнал. Следует принимать открытые позы, например, разворачивая ладони к ней, если вы сидите за столом. Важна и твоя походка. Уверенный шаг также является ключом к демонстрации того, что у тебя есть чувство собственного достоинства. Также старайся держать руки и тело расслабленными, не клади ладони в карманы и не сиди нога на ногу. Такие позы показывают нежелание общаться или неуверенность, что помешает произвести правильное впечатление. Следующий совет – оставайся собой. Будь собой, когда хочешь завоевать сердце женщины, которая тебе по душе. Не притворяйся кем-то другим, потому что это легко раскрыть. И тогда ты потеряешь все шансы, а также проявишь свою неискренность, которая ее оттолкнет. Не старайся подстраиваться под ее вкусы, а также не дай себя запугать стереотипами и эйджизмом. Ведь цель свиданий – это наслаждаться общением с человеком, который тебе интересен, а не подчиняться глупым возрастным ограничениям. Будь спокоен и беззаботен. Нет ничего привлекательнее, чем спокойный мужчина. Женщины чувствуют, что на него можно положиться, а еще ощутить себя в безопасности рядом с ним. К тому же не стоит перегибать палку с серьезностью. Вряд ли погруженный в проблемы парень покажется привлекательным. У женщины может и без него хватать трудностей и напряженности в жизни. Так что постарайся показать, что ты можешь вести себя по-взрослому, но в то же время не зацикливаешься на трудностях жизни. Не пытайся доминировать над ней. Женщины постарше не любят, когда над ними пытаются господствовать. Неважно, какой ты сильный или успешный, она всегда нежная. Они ценят себя и не допустят, чтобы ими командовали или унижали. Будь вежлив и уважителен к женщине, которая тебе симпатична. Покажи ей, что ты считаешь ее равной себе. Это можно выразить, внимательно слушая, что она говорит, и интересуясь ее мнением. Еще одна ошибка, которую совершают молодые люди, знакомясь с женщинами, которые старше – стремление прибавить себе возраста. Например, привирают о том, сколько им лет, или пытаются рассуждать как люди прошлых поколений. В конце концов, такая фальшь раскроется, что выставит тебя в глупом свете и испортит отношения с понравившейся женщиной. К тому же, женщины постарше могут хотеть отношений или просто секса с молодыми парнями именно из-за их возраста, иначе они бы выбирали ровесников. Говори ей, насколько она привлекательна. Женщина в возрасте не дает себя в обиду, но в то же время может быть не уверена в себе, ощущая конкуренцию со стороны более молодых девушек. И это вполне резонно, что она задается вопросом,
почему ты хочешь встречаться именно с ней, а не с ровесницей. Нужно дать ей понять, насколько она для тебя привлекательна. Ей нужно знать, почему ты выбрал именно ее, отвергнув остальных женщин в своем окружении. Говори ей, насколько она красива, сексуальна, что она сводит тебя с ума. Это увеличит твои шансы на соблазнение и дальнейшее отношение с ней. Также будь джентльменом, ведь женщина постарше, вероятно, успела повстречать плохих парней и разочароваться. Она хочет встречаться с сильным мужчиной, а не с мальчиком, которого нужно воспитывать. Чтобы не пополнить ряды тех, кто получает отказ, стоит оставаться джентльменом в любой ситуации. Обязательно ухаживай за ней, открывай дверь машины и подавай ей руку. Отодвигай ее стул в ресторане. Такие жесты помогут ей понять, что ты серьезный и взрослый человек, который знает, как вести себя с женщиной. И говори с ней на интересные темы. Вряд ли взрослой женщине понравятся сплетни и разговоры ни о чем. Поверхностные дискуссии и обсуждения чьей-то жизни не помогут тебе ее соблазнить. Выбирая подобные темы, ты покажешься ей незрелым и ребячливым, что испортит ее впечатление о тебе. Делай выбор в пользу содержательного разговора. Ты можешь поднять любую тему, которая имеет глубокое значение. Например, поделись своим мнением о современном образовании, искусстве и других подобных вопросах. Также очень важно это не выражать свои чувства слишком рано. Если ты хочешь соблазнить женщину постарше, не стоит на втором свидании рассказывать о том, как сильно ты в нее влюблен. И на третьем, и на четвертом тоже не стоит этого делать. Это ошибка, которую совершают многие парни, и она может иметь неприятные последствия. Вместо того, чтобы говорить о любви, сосредотачивайся на том, чтобы лучше узнать ее и хорошо проводить время вместе. Позволь ей узнать тебя как личность. Возможно, ты действительно влюбился в нее с первой встречи, но она столько раз сталкивалась с подобным, что, возможно, не сможет воспылать к тебе чувствами так же быстро. Ей нужно больше времени, прежде чем она будет тобой по-настоящему увлечена. А вот слова любви, сказанные слишком рано, могут попросту ее спугнуть. И дабы ее не спугнуть, не будь слишком навязчивым. Навязчивость не поможет тебе привлечь женщину, которая старше тебя, скорее оттолкнет ее. Не стоит заваливать ее сообщениями и настаивать на частых встречах, если у нее есть неотложные дела. Нет причин злиться, если не получается видеться так часто, как хотелось бы тебе. Наоборот, терпение и уважение, которое ты проявишь, заставят ее присмотреться к тебе получше и завязать с тобой отношения. Также ненавязчивость проявляется в мелочах, например, в умении идти на компромисс в вопросах, которые для тебя не критичны. Также ты можешь намекнуть ей о том, что ты хорош в постели. Вопреки распространенному мнению, женщины не теряют интереса к сексу с возрастом, скорее наоборот. Не стоит упускать этого из виду. При должной ситуации или теме разговора вырази, что тебе нравится интим и ты готов доставить ей удовольствие. Будь игрив и поддерживай с ней зрительный контакт, когда говоришь о сексе. Это покажет твою уверенность и заинтересованность. Также дай ей понять, что осознаешь значение конфиденциальности. Не все женщины хотят, чтобы ты хвастался перед друзьями своими сексуальными подвигами и упоминал их имя в подобных разговорах. Ведь многие люди могут не понять такой связи и осудить вас за это. Кроме того, привычка хвастаться своими похождениями является отражением незрелости, что вряд ли понравится женщине постарше. Обязательно подчеркни, что конфиденциальность не последнее для тебя слово. Особенно если женщина сама упоминает об этом на свиданиях. Уважение ее потребности в том, чтобы ваша связь осталась незамеченной окружающими, станет еще одним твоим преимуществом и заставит ее почувствовать себя в безопасности. А это улучшит твои шансы на соблазнение понравившейся тебе женщины. Также никогда не критикуй ее внешность.
Ведь средства массовой информации бомбардируют женщин изображениями недостижимой красоты. Из-за этого их самооценка падает по мере взросления. Поэтому никогда не позволяй себе даже малейшего комментария о том, что с внешностью женщины что-то не так. А еще не делай акцент на ее возрастах, морщине или животе, даже если тебе кажется, что она не придает этому большое значение. И не поддакивай, если она подшучивает над своей внешностью. Такой юмор также является отражением неуверенности, которую она пытается скрыть. И тебе очень важно одеваться подобающе, ведь женщины постарше обращают внимание на то, как ты одет. Поэтому выбирай наряд, который подчеркнет твою привлекательность. Избавься от одежды, которая выглядит слишком молодежной или спортивной. Изношенные джинсы и худи не создадут тебе имиджа зрелого мужчины. Но и не перегибай палку. Не нужно одевать деловой костюм и галстук, если ты хочешь пригласить ее на кофе. Присмотрись к стилю Smart Casual. Образы в такой стилистике выглядят опрятно, но в то же время не слишком чопорно. Брюки чино с рубашкой, классические однотонные джинсы без декора, блейзеры. Именно эти вещи стоит завести в своем гардеробе. Не менее важна обувь. Выбирай классические Оксфорды и туфли. Если любишь кроссовки, присмотрись к городским, а не спортивным моделям. Понадобятся и аксессуары, часы, ремни, очки. Экспериментируя с ними, ты сделаешь образ в стиле Smart Casual интересным и завершенным. А главное, не пытайся ее подкупить. Дорогие подарки могут произвести впечатление на молодых девушек, а вот женщину постарше они могут навести на мысли, что ты хочешь ее подкупить. Особенно если преподносишь ей недешевый сюрприз на первом свидании. Вряд ли такую женщину заинтересуют исключительно твои деньги. Ей будет гораздо важнее твое отношение и искренний интерес к ней. Это не значит, что стоит вовсе отказаться от сюрпризов, если тебе хочется ее порадовать. Лучше выбрать букет средней стоимости, чем дорогие украшения, если вы едва знакомы и не состоите в отношениях. Также позволь ей контролировать ситуацию. У зрелой женщины, которую ты пытаешься соблазнить, скорее всего, хорошая карьера, деньги и статус. То есть ей ни в чем не нужно полагаться на других. Так что, чтобы произвести хорошее впечатление, нужно время от времени ослаблять хватку и давать ей возможность контролировать ситуацию. Но это вовсе не означает быть покорным или пассивным. К примеру, когда дело доходит до интимной близости, позволь ей на время стать руководителем. Она точно знает, чего хочет и что ей нравится. Поэтому стоит прислушиваться к ее словам и пожеланиям, если они не противоречат твоим собственным. И последнее, покажи ей, что ты гордишься, что она рядом с тобой. Если хочешь соблазнить женщину постарше, тебе нужно показать, что ты гордишься, что находишься рядом с ней. Игнорируй косые взгляды окружающих, когда вы проводите время в кафе или идете по улице. А если в это время встретишь кого-то из своих знакомых, обязательно представь ее, а не делай вид, что первый раз видишь своего приятеля или что она не с тобой. Это даст ей понять, что ты уверен в своем выборе. Это, в свою очередь, повысит твои шансы на то, что она захочет продолжать с тобой общение. Друзья, это были простые советы о том, как соблазнить женщину постарше. Если вам понравилось это видео, то не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, а также поделитесь в комментариях, как вы соблазняете женщин постарше. Спасибо вам огромное за просмотр и до новых встреч в следующих видео. Пока!